За время правления Путина его коллеги по КГБ и питерской мэрии, их дети и родственники взяли под контроль практически все командные высоты и в государственном управлении, и в важнейших отраслях экономики. Сергей Иванов в конце 70-х работал в одном подразделении КГБ вместе с Путиным. Сейчас глава администрации президента. Игорь Сечин в начале 90-х был в непосредственном подчинении Путина. Ныне вице-премьер, курирующий нефтегазовый комплекс и энергетику. Руководитель Федеральной таможенной службы Белянинов в 80-е в качестве сотрудника КГБ работал в ГДР, где познакомился с Путиным. Министр связи Щеголев в КГБ работал в конце 80-х. Директор Федеральной миграционной службы Рамадановский и министр внутренних дел Нургалиев также выходцы из КГБ. Когда Путин пришел к власти, было на верхнем этаже, на уровне федеральной элиты, примерно 13% представителей силовых ведомств. К 2003 году их было 25%. К февралю 2008 года их было 42%. Не забывает Путин и про своих сослуживцев по Санкт-Петербургу. Дмитрий Медведев, Виктор Зубков и одиозный председатель Центральной избирательной комиссии Чуров – все они были подчиненными Путина в мэрии Санкт-Петербурга. Дмитрий Козак также коллега Путина по питерской мэрии. Клан Путина занял лидирующие позиции во всех ключевых отраслях российской экономики. О Тимченко, братьях Ковальчуках и Ротенбергах мы уже рассказали в предыдущих частях «Путин. Коррупция». Но это далеко не все. Подчиненный Путина по мэрии Санкт-Петербурга Миллер руководит «Газпромом». Крупнейшие банки страны возглавили коллеги Путина по КГБ. «Газпромбанк», Внешэкономбанк, ВТБ. Эта система не допускает подтока новых кадров, останавливается кадровый лифт, нет новых идей, нет модернизации, есть стагнация. Потому что нет конкуренции, и лояльность, преданность корпорации важнее, чем эффективность менеджмента. Гигантской госкомпании Ростехнологии, в которую входит 439 предприятий, руководит Сергей Чемизов. Это давний друг Путина, еще со службы в ГДР. Там они оба работали по линии КГБ. Чекист Николай Токарев, президент компании «Транснефть». Главный талант этого господина, видимо, заключается в том, что в Дрездене он жил с Путиным и Чемизовым в одном доме. Без дела не оставленные родственники. Двоюродный брат Путина Игорь, вице-президент Мастербанка. Двоюродная племянница Путина Вера, член совета директоров Ганзакомбанка. Старший сын Сергея Иванова Александр, зампред Внешэкономбанка. Младший сын Иванова Сергей возглавляет страховое общество СОГАЗ, а заместителем у него работает племянник Путина Михаил Путин. Сын Патрушева Дмитрий, председатель правления Россельхозбанка. Группировка Путина, которая включает в себя выходцев из КГБ, питерскую мэрию, кооператив «Озеро», контролирует целые отрасли российской промышленности, а именно практически всю газовую промышленность, практически всю нефтяную промышленность, очень много предприятий военно-промышленного комплекса, большое количество предприятий металлургии, практически весь банковский сектор. Британская The Sunday Times подсчитала, что за время своего правления Путин создал империю стоимостью $130 миллиардов. Клан Путина, состоящий из его друзей и родственников, занимает первое место в рейтинге самых богатых мафиозных семей мира. И, конечно, коррупция, клановость. Это беда не только Юга России, унизительная для нашей страны и для достоинства наших людей ситуации. Мы должны искоренить фундаментальные причины, порождающие коррупцию. И, конечно, мы должны обеспечить неотвратимость наказания за любое коррупционное деяние.